Вы молодая семья, хотите родить ребенка и задумываетесь, где его родить для того, чтобы получить европейский паспорт. Я Екатерина Жирносекова, специалист по иммиграции и релокации в Испании. Сегодня мы поговорим об этом. Испанский паспорт для ребенка всего за 1 год – это абсолютно легальная возможность и доступна для семей иностранцев. Главное знать, в каком порядке оформлять документы. Испания – одна из немногих стран, кто дает ребенку гражданство, если вы его родили на территории страны. Но не сразу. Ребенок должен прожить на территории Испании минимум год для того, чтобы вы могли подать его документы. Итак, что нужно, чтобы ребенок получил гражданство Испании? Вы должны приехать на территорию Испании до родов, неважно на каком сроке беременности, родить здесь ребенка, но вы, родители, должны находиться в легальном статусе, хотя бы один из родителей. И ребенок должен прожить год на территории Испании. Это может быть не первый год после рождения, вы можете его здесь родить, уехать, а потом приехать до его 18-летия. Когда у вашего ребенка уже получено гражданство, то вы, родители, можете присоединиться к нему. Что вам это дает? Резиденцию на 5 лет. Право на работу. И нет необходимости показывать какие-то дополнительные бумаги и оформлять виды на жительство на территории Испании. Если у вас есть еще старший ребенок, там несколько сложнее. Тогда желательно показать, что у вас есть квартира на территории Испании, зарегистрированный бизнес, и тогда присоединить ребенка к присоединенным родителям. Если вы хотите детальнее разобрать вашу ситуацию, я вам подготовила гайд, где подробно объяснила, какие документы нужны и какие шаги нужно предпринять для того, чтобы получить гражданство ребенку и потом присоединиться к нему. Пишите мне либо на мой сайт, либо на WhatsApp или в Instagram. И я вам обязательно вышлю ссылочку. Если уже мы с вами говорим о родах, то можем затронуть и медицину. И сколько стоят роды в Испании. В Испании есть государственная медицина, есть частная. Если вы в Испании находитесь на каком-то типе резиденции, например, временная защита, либо диджитал номад, и платите здесь налоги, соответственно, у вас есть государственная медицина, часто ее называют бесплатной, она не бесплатная, мы ее оплачиваем своими налогами. Но у вас туда все включено, и медикаменты, и госпитализация, и роды, и ведение. То есть вы в данном случае не заплатите ничего и будете рожать в государственном учреждении. Часто женщины хотят родить в частном госпитале. Для этого вам нужно оформить частную страховку, но имейте в виду, что государственная медицина считается сильнее, чем частная, и не про нас будет сказано, операции, тяжелые случаи родов всегда направляют из частного госпиталя в государственный. Итак, если госстраховка вам не положена, тогда вам нужно оплачивать ваши роды либо самостоятельно, либо оформлять частную страховку. Для оформления частной страховки полиса можете обращаться ко мне, я являюсь лицензированным агентом компании Sanitas. Но если вы уже приехали и вы уже беременны, тогда с огромной долей вероятности страховка вам не покроет роды. Если же вы приехали на территорию Испании и только планируете беременность и роды, тогда оформляйте частный полис, и у вас будет туда включено все. И анализы сложные, и контроль беременности, и роды в частном госпитале, и вы не будете там оплачивать дополнительно никаких денег. Если же вы приехали в Испанию уже условно на 8 месяце беременности, планируете рожать, госстраховка вам не положена, частную уже оформлять бессмысленно для родов. Тогда вы оплачиваете роды самостоятельно, и будет это вам стоить около 4-5 тысяч евро за естественные роды и чуть дороже 6-7 тысяч евро за кесарево. В Испании, между прочим, одна из самых лучших медицин. Тут самый низкий процент смертности женщин и новорожденных в родах. Еще один часто задаваемый вопрос, почему вам не положена частная медицинская страховка, если вы приехали в Испанию уже будучи беременным? Потому что есть период ожидания. Когда вы оформляете частную медицинскую страховку, для серьезных хирургических вмешательств период ожидания составляет 8 месяцев. Для серьезных обследований МРТ, КТ период ожидания составляет 6 месяцев, а период каренции на роды составляет 8 месяцев. То есть, если вы приехали и вы беременны буквально несколько недель, то вы можете оформить частный медицинский полис, и у вас будут включены роды. Если же вы приехали позже, то до 20-й недели беременности еще тоже целесообразно открыть частную медицинскую страховку, у вас будут включены очень большое количество анализов, но роды нужно будет оплатить самостоятельно. Испанский паспорт – это огромный вклад в будущее вашего ребенка и его свободы в Европе. Если хотите разработать четкий юридический план для своей семьи, записывайтесь на мою консультацию по ссылке в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии и сохраняйте, чтобы не пропустить следующие полезные выпуски.